Бы ты, Андрей, охарактеризовал сейчас вот свое состояние, вот этот период в твоей жизни? Ну, адаптация проходит. Вот я к жаре начал привыкать, к пеку. Мгм. Еще немножко. Было сначала, да, Мгм. тяжело. Это вот сначала какое-то время вот это. Но сейчас уже ночью попрохладнее стало. Утром тоже ничего. Что-то. Вот. А часто приходится работать на жаре? Ну, приходится, но мы долго стараемся не работать, какое-то время поработаем, в тенек уходим, потому что долго там на пекле нельзя, потому что у нас один работник получил солнечный удар. Но Мгм. мы-то в кепках ходим, стараемся все время не торчать, через какое-то время в тенек уходить, особенно когда днем. Мгм. Вот, парит. А сейчас уже более-менее, ну, бриз, ветерочек, когда бывает. Вот у Еще нас что-то. первый зритель Андрей из Владивостока. Он пишет: «Привет из Владивостока». Мгм. Привет, Андрей. Вот Андрей, камера, если Мгм. что. Вот туда смотрим и машем. И, Андрей, помоги какой-нибудь вопрос задай, чтобы как-то нашей беседе придать динамику. Андрей пишет: у нас тоже жара под 40. Ничего себе. Да. Ну, у нас, благо, здесь вот сейчас работает кондиционер, а вот если выйти на лоджию или туда в коридор, то там достаточно душновато. И мы сегодня... сегодня Андрей привился. Да. Да, привился. И мы сегодня поэтому пьем сок. Мгм. Сок это хорошо. Держи, Андрей. О. Ну, давай за встречу Да, за и встречу. за твою прививку. О. Да, сейчас даже пиво вот нельзя пить. Да. Даже. И мы пили сегодня Балтику нулевочку. Да, безалкогольное. Да. А Андрей пишет: смотри, через сутки можно и вино выпить. Ну, я считаю, трое суток надо Трое погодить, суток. да. Посмотрим, что завтра будет. Ну, в принципе-то. Вначале. А на вторые беленькой. Ай, Беленько шутник. при такой жаре лучше не пробовать. У нас вот один работник, он с Сахалина, Мгм. прозвище Андрей Кореец, так он от бешенства прививку сделал, и вот он уже больше полгода не пьет вообще никакого алкоголя. Не знаю насчет пива, но он не пьет. Может быть, что-то пробовал. Мгм. Вообще сказали не пить, вот он поставил. А сейчас еще и эту прививку, если сделать, тогда все. Да. А вообще, Андрей, как ты воспринимаешь вот это лето, Анапа? Да, это лето. В прошлом году в это время ты был еще в Новосибирске. Да, это непростое, конечно. Лето там. Потому что тут вот 40. У нас тут за 40 было. Вот как-то Мгм. тепло особенно. Даже МЧС предупреждала долго не находиться на солнце. А на солнце-то там и 47 было, и больше. Мгм. Ну, тут просто влажность побольше.
Единственное, да, ветерок спасает. Бриз. Сегодня у нас 20-й юбилейный выпуск «Привет, Андрей». О, Вот. И я специально сделал сейчас такую хорошую, красивую заставку, постарался. И поэтому, ну, это здорово, что мы с тобой уже в 20-й раз общаемся с нашими зрителями. И, между прочим, вот эта рубрика «Привет, Андрей», она наиболее востребована, много просмотров, и люди ждут. Как насчет стрима с моря, когда возьмете удочки и пойдете за русалками? Вроде бы планы были такие у вас обоих. Ну, не знаю, вот у нас отдыхающий ходил, рыбалка у него не получилась. Не знаю, куда он ходил. В море, кто говорит, бывает это самое, водоросли. Один отдыхающий говорит, что надо бы чистить, как делают в Испании. 2 катера, какая-то сетка специально проходят и водоросли собирают. Пока еще не дошло до этого. Говорят, по-моему, то ли селена, то ли еще что-то там. Категория отелей. Вот, если там 3-звездочный и так далее, не знаю, где собирают, там чистят пляжи. Где-то есть чистые пляжи, но они не везде. Вот, чуть-чуть дальше отплывает. Многие идут очень рано. Часов 6 идут уже на море. Вот, утром. Пока еще там все. Андрей говорит, тогда надо в горы, если на море не хотите. В горы? Не, на море можно найти все равно место. Не, мы пойдем тогда под скалу. Ну, я Да, еще там не тебе и горы будут, и море, и народу никого, и костерок можно запалить, и Вот. мяско пожарить. Вот это бы Да, не да, надо. да. Да. Единственное, чтобы день такой был не сильно жаркий, но это, я думаю, мы, может быть, знаешь, когда в сентябре или даже в октябре, мы годовщину твоего переезда вот должны отметить на море. Да. Хорошо бы было. Согласен. Ну, вообще, как ты, не жалеешь? Да нет, в общем-то. Надо пробовать, да. Надо пробовать обзавестись жильем. У меня есть такое. Да, Ну, Андрей, вот сейчас это сделать очень сложно. Сложно, только Еще что года выиграть. 3 назад можно было купить студию или какую-то или просто помещение в цоколе где-то за 600 тысяч рублей. Ну, сейчас больше миллиона, я смотрел. Да, сейчас, много да, стоит. за 600 тысяч можно, а люди живут у нас и Да, в да, цоколях живут, да. ничего. Вон в Гаргипе, и там их и топит, и все, теперь они там сами уже, наверное, не рады, что там поселились. Вот, и жилье, конечно, да. Но, в принципе, я думаю, тебе бы можно просто найти более такую оплачиваемую, Да. лучше работу, и можно снимать жилье даже и платить за него. Ну, Да. а что, в Америке люди живут же. Не, это да, можно, конечно. Найти просто... Сейчас я живу как бы один, Мгм. но вот с кем-то жить это мне проблемно. Вот. Потому что я вот сколько жил, смотря где. Мгм. А так можно что-нибудь найти. Просто вот от этой жары иногда так хочется спать. Я сегодня, наоборот, встал чуть ли не в 5 часу, Мгм. просыпаюсь там туда-сюда, потом опять поспал, потом как уснул, но обычно я где-то в 6 встаю, Мгм. уже точно. На работу, да, уже как бы? Да, уже точно там. Ну, 5:30, в 6 там. А в 6 уж точно. А этот будильник звонит. А сегодня я отключил, естественно, будильник Мгм. выходной и просыпаюсь.
уже около 7. Ну, это для меня уже Мгм, поздно. мгм. Ну вот, потом чуть-чуть подсобрался, и я где-то около 8-то выехал. И самое интересное, да, мелочи не было, а банкоматы там около Жемчужины выдают только 5000-е. Меня даже не забрали. И потом, вот, благо Мгм. я перевод на второй сел, Мгм. автобус, он мне по телефону перевел. Мгм. Вот в чем дело. А первый он мне так и говорит: разменяй, потом садись. Вот такой. Я вышел. Ну, зато я сел на другой автобус, Мгм. 128-й, а он там ближе подъезжает Мгм. к этой. Ну, прямо сходишь и все. К торговому центру. Да, там-то надо обходить сколько? 114. Смотри, Андрей пишет. Можно садовником Да. или управляющим усадьбы к богатым устроиться с проживанием у них. Ну, это можно, это надо найти, как говорится, рекомендации. Мгм. Где письмо? Говорит. Помните 3 фильмы в советское время показывали, 3 мушкетера? Рекомендательное письмо у него похитили, а тут надо тоже от кого-то найти рекомендательное это письмо и отправить. Ну, такие дела. Вот. Ну, можно, да, просто как-то иногда жалеешь. Сейчас более-менее. Мне кажется, надо действительно найти. Я телефон нашел, вот это, кстати, Десоли какую-то. Дача де Соль? Да. Но там заказы номеров, просто позвонить, узнать, как кадры позвонить. Мгм. И все, потом перезвонить. Попробовать что-то найти. Наверное, что-то надо искать, потому что тут, мне кажется, хоть они и побольше стали платить, но зарплаты, ну сейчас побольше немножко. Раньше Мгм. 20 платили, сейчас там 24, ну где-то около этого. Мгм. 23 кормят. Ну сейчас вот люди пожаловались, стали привозить получше обеды. А то Мгм. до смеха доходило. Стоим, разговариваем. А что вам не нравится? Ну это повара. Вот, у вас как-то... Мы, говорит, даже эти обеды в тюрьму возим. Мгм. Это Мгм. у нас женщины, мы чего, говорит, хуже, чем нам по остаточному принципу уже Мгм. после них там взвешивает, там строго все, порядок. А у нас это, ну люди начали жаловаться, затхлый рис, еще что-то, вот Андрей Корец. Мгм. Он говорит, а как варить рис, вот говорят. Ну я вот в кипящую обычно стою, а вот у нас Андрей Я не с в кипящую. Сахалина. Нет, просто холодной водой заливаешь, оставляешь где-то сантиметр-полтора Да? воды и начинаешь это сначала до закипания, а потом на меньший огонь и уже до испарения воды и Вот, а все. я вот этот вот, как он, пропаренный уже варил. Ну пропаренный-то в пакетиках, Пропаренный. что ли? Нет, А. он такой готовый, М. он такой чуть-чуть как бы желтоватый, Мгм. более прозрачный. А вообще на пару пробовал варить, когда пароварка была. А вообще, говорит, есть специально, закажите рисоварка, она все делает, там только по уровню налил воды, положил рис, она все сделает. Мгм. Вот там рис получается чисто Ну да, рисоварка. да. Там уже Ну, отработано. Не по-моему, мультиварка, а именно рисоварка. смотри, Андрей опять предлагает. Может быть, Андрею стоит подумать о покупке садового участка, ну и там начать строительство потихонечку. Может быть, но стройматериалы сейчас немало стоят. Мгм. Надо бы какую-то, А, хоть какую-то... а помнишь, я тебе говорил, нет, мы с Наташей разговаривали, где-то мы в интернете нашли сборные такие домики, ну, Да. типа сарайчика. Вот тогда они стоили всего 50 тысяч рублей.
Его можно заказать по интернету. Мгм. Вот, он тебе приходит в разобранном виде, ты его монтируешь. Там домик такой, вот. Ну, в принципе, Да, там да, с да. окошком, с дверью, с Согласен. хорошей. Вот. Или баню. Чисто это, ну. это берут чисто для таких вот, ну, как бы, хозяйственных целей, допустим. Мгм. Куда-то поставил, а мы с Наташей тоже как-то хотели, ну, для велосипеда, допустим, для каких-то Да-да-да. вещей, потому что вот здесь у нас ну, допустим, где-то поставить, как на парковочном Мгм. месте. Имеем же право велосипед Да. ставить. Ну, это так, это уж так, конечно. Или вот в старой квартире, там у нас место вообще во дворе есть. Мгм. Поставил эту сыроюшку. Да-да-да. Ну, Согласен. вообще, конечно, да, надо, Андрей, что-то потом тебе искать. Но я думаю, тебе только надо работу такую более стабильную и более денежную. И там можно просто снимать даже. Ну и что с ним? Да. В Анапе, благо, можно жить. Вон, ты сам знаешь, ты зимой за 300 рублей, летом он у Наташи знакомая за 100 рублей сейчас живет. За 100 рублей в сутки, представляешь? А сколько их там живет человек? Ну, она живет, по-моему, одна. Да? Одна, Ух ты, просто здорово. нашла такую женщину, ну там, конечно, летний вариант, то есть летний душ, А, туалет, но, но всё равно. но у А нее, сейчас тепло. да, то есть она пока работает вот в отеле, она там вот живет, Мгм. ну на зиму, она зимой, по-моему, она вообще не будет работать, она уедет куда-то. Как в фильме Шулер. Где жить? Иди в будуар. Помнишь, у него такой отдельная веранда, и вот он на веранде жил летом. Ну, это сериал Тебе еще Шулер. налить? Ну, чуть-чуть, ага. Интересно, сериал. Он назывался «Будуар», Одесский дворик, и там у него комната, и как бы отдельно веранда, и там можно какой-то этаж второй, или как-то там приподнято просто. Можно даже домой не стучать заходить, как говорится. Андрей спрашивает, Олимпиаду смотрите? За кого болеете? Вид спорта, имею в виду. У тебя есть время посмотреть? Ну, у меня сейчас особо-то нету, я иногда что-то пересматриваю, читаю в новостях, а смотреть не всегда, иногда. Иногда саблистов смотрю, еще что-то. Ну, отрывочно, да. Конечно, болею за наших девчонок, что они выиграли, и многие там японцы или кто-то, вот это нечестно вроде, еще что-то. Сейчас время женщин, мне кажется, они на Олимпиаде многие побеждают. Ну, а я не смотрю, я вообще ничего не смотрю. Я даже не знаю, когда Олимпиада закончится. Вот если, Андрей, напиши мне, чтобы мне хоть один день как-то посмотреть, хоть одно какое-то соревнование, чтобы это не ушло от меня. Вот, я обычно, ну, как Олимпиада какая-то идет, я какое-то одно мероприятие смотрю, ну, чтобы как бы приобщиться к этому празднику спорта. Вот. И также было и в 80-м году. Я смотрел тоже выборочно. Футбол смотрел, кстати, я, Вот олимпийский. Потом смотрел футбол я заплывы. смотрел. Ну, это так, случайно. Вот. Там, по-моему, даже был такой Фил Донахью. Какой-то вот Да. англичанин, который там... Лысый он абсолютно был. И вот почему я запомнил, потому что он специально брился, чтобы, ну, как говорится, скользить лучше в воде. Вот. Ну и другие. Гандбол, помню, вот тоже я даже сам рисовал такую картинку. Судья назначает 7-метровый. Там есть такой удар. Вот. Знак, как когда 7-метровый, судья показывает вот так. Вот так вот. Это значит 7-метровый. Вот, назначает. Так.
Что интересного в Забайкалье? Какие вести оттуда? Ну, недавно там была стихия виновата. Мост разрушен, но его очень быстро восстановили. Да-да-да. Транссибирская, да, Да-да-да. это на Владивосток, Мгм. который... Что еще где-то, какие-то пожары, но, Я тоже удивлен. по-моему, да-да, по-моему, и быстро его восстановили, Мгм. естественно. Но мне интересен вот Чекойский район, там, где хотели или национальный заповедник, потому что там потомки староверов, они живут тайгой. Вот Мгм. там кедровники, они не дают рубить, и вот в случае пожара там сразу все тушат. Там лишние не рубится. Вот мне понравилось. Ни в 90-е не рубились, ни тем более не в 2000-х. Они не дали Мгм. это все. Потому что орехи, да и в Новосибирске вот это вот кедровое масло, это вообще, можно сказать, как лекарство. Мгм. У меня сейчас здесь, в Анапе, гостит племянница. Ой, племянница. Там вообще такое родство. Гостит дочь моего двоюродного брата. То есть моя двоюродная племянница со своей племянницей. То есть получается, там не троюродная племянница. Ну, в общем, что-то такое. Вот. Завтра мы будем встречаться. Мы уже раз с ними встречались в Джимите. Ходили с Юрой туда пешком. Я там ноги все свои смазолил. Вот. Почему не на велосипеде? Ну, Юра пешком говорит, пойдем. Ну и пошли а пешком. сколько туда? 7 километров туда, 7 обратно. Ну да, это много. Ну, многовато, да. Я считаю, что это надо на велосипеде. Да. Не, Юра нормально. Юра по 10 километров ходит каждый день, и для него нормально. Ну, А я на велосипеде все-таки, конечно, я и побольше езжу, у но... меня более плоские, поэтому натираются ноги. Вот у меня мозоли, и я сильно... И в Геленджике гостит сейчас, вернее, отдыхает мой друг Дима Зайцев. Вот мы, в общем-то, с Андреем его очень хорошо знаем, знакомы. Он должен был сегодня приехать сюда, в Анапу, но по некоторым причинам он не смог сегодня приехать, но обязательно он сюда еще приедет, и мы будем с ним общаться. И вот тогда я узнаю о новостях Забайкалья уже с его слов. Так, племянница и племянница, это внучка тебе. Да. Скорее всего, это какая-то внучатая племянница, да. Вот, да. Причем двоюродная или, ну, вообще, конечно, если взять генеалогию, там все это расписано. Мы ее плохо знаем, к сожалению. Раньше люди своих родственников знали и могли назвать далеко-далеко-далеко назад. Да. Вот. 3 человека сейчас нас смотрят. Друзья мои, кто присоединился к этой трансляции, здравствуйте. Это Андрей. Он приехал в Анапу в октябре прошлого года. Сейчас работает, живет в Анапе. И готов ответить на ваши вопросы, если они будут, конечно. А вообще мы так вот беседуем, как у нас беседа течет. Мне рассказывали, вот вопрос насчет усадьбы. Ну, да, управляющим, может быть, я бы и справился. А там надо что-то знать, в банке работал, этим экономистом работал. Другое дело, рассказывают, однажды он своего брата поставил управляющим, а один хозяин какого-то, ну так скажем, гостевого дома, или это чуть-чуть побольше было. Ну а там же комплекса какого-то туристического. А там надо это. А он, как, всю жизнь проиграл на баяне.
на культуре. Ну, ни в бухгалтерии, ни в этом не соображает. Вот что интересно. Я бы, конечно, я удивлялся, у нас был, например, он военный, ну какое-то образование, его поставили управлять отделением банка. Это банк открытия, да. Там очень много банков. Вот он справлялся с ними. Единственное, что он цветы не особо любил, часть он отправлял в офис, еще что-то там немножко жаловался. А так-то он и отпускал, и это, и шутки, и если надо, проблем не было. Вот. Его очень уважали. Понятно. Друзья мои, ну, поактивней. Вот 3 человека смотрят, и только один Андрей задает вопросы. Давайте вот еще. Свежие силы нужны. Андрей-то уже, я имею в виду из Владивостока, знает этого Андрея достаточно давно, и мы уже не раз вот так вот в таком формате встречаемся. Хотелось бы, чтобы кто-то еще. Вот, Александр, привет, это я, Данила из Молдовы. Ну, как там? Данила, привет. Жарко там в Молдове. Как там виноград? Поспевает. Да. Андрей, возьми плакат, напиши свою мечту или нарисуй дом, повесь там, где ты живешь, и твоя мечта обязательно сбудется. О, постараюсь. Ну да, это правильно. Да. Я помню, когда служил, ты-то, наверное, не помнишь, Оксана Обчаева такая была. Она сначала работала в СИЗО, в воспитательном отделе, в кадрах. Вот, а потом она перешла в управление, в пресс-службу. Вот, и она вот все увлекалась фэншуем. Вот, и она всегда и у себя в кабинете все расставляла по фэншую, и к нам в редакцию придет и говорит: вот это уберите, вот это вот у вас неправильно висит, это у вас неправильно стоит. Обязательно кто человек одинокий, у него должны висеть парные картинки, допустим, 2 лебедя, вот, 2 птички, 2 попугая, или там, допустим, лев с львицей. Вот, она говорила, что это вот как бы программирует нас на создание семьи. Вот, помогает в этом. Да. Вот Андрей предлагает дом нарисовать, да, или просто повесить. Дом — это очень хорошо. Вот, поэтому... Да. Ну, я в это не очень так как бы верю, но мне это просто интересно, потому что у нас и так много всего как бы в домах стоит, всяких картинок висит, а когда это имеет еще какой-то смысл, это вдвойне интересно. Вот. У меня, кстати, вон на холодильнике стоит тоже скульптурка, там журавль с журавлихой. Вот мне Леша Егоров подарил в свое время. Леша Егоров, который в Германии? Нет, Леша Егоров — это который... который... Охотник. Охотник. Да. Вспомнил. Да. Так, друзья, давайте еще новости. Или я сейчас приступаю, знаете, к чему? Или я сейчас буду новости сам читать. Саша, я опять скажу. Покурить? Ну давай. А я пока... Где-то у тебя банка была. Ну, Андрей, я не знаю. Не надо, я в этот... Так, друзья мои, и пока Андрей курит, я сейчас пока Андрей курит, я сейчас коротко пробегусь по новостям, чтобы пауза у нас
не затягивалось. Пост благодарности опубликуйте, пожалуйста. Вчера невольно стала участником ДТП, пока ждали сотрудника ДПС для оформления аварии. Мимо проезжал патруль ДПС. Увидев, что мы с детьми, остановились, спросили, не нужна ли какая-то помощь. Предложили отвезти детей домой, потому что аварий в городе много, и как скоро приедут к нам, неизвестно. Спасибо сотрудникам, названы фамилии, за то, что не остались равнодушными. Вот так вот. Так, что еще у нас? В Анапе Кубань-24 провел перформанс в защиту животных. Девушку поместили в клетку и предлагали сделать с ней фото. Цель акции – донести до людей, как тяжело животным, которых таскают по пляжу фотографы. Вот такая. Но я об этом уже рассказывал. Морская обстановка рядом с Анапой. Смотрите, друзья. Вот такая черная вода, Черное море мое. Пустая набережная и пешеходные улицы. Вот почему Аксенов отстоял турсезон в Крыму, а Кондратьев сделал жителей Анапы нищими. Пустая набережная и пешеходные улицы. Смотрите, пустая набережная. Ну, правда, неизвестно, когда, конечно, это снято, в какое время, но вроде бы небо голубое. Да. И жарко. Люди ходят там, где комфортно, вот. И если бы здесь были деревья какие-то высокие, тогда бы, наверное, люди ходили. Вот. Все это урбанистика. Будут деревья, будет тень, будут люди, будет бизнес развиваться. Дверь, ну, Андрей, защелку, а потом в ручку вниз и толкай. Ладно, сейчас приду. Сейчас, секунду, друзья. Так, этот пост я написала 8 марта, через какое-то время Тамара Федоровна не стала. А сегодня этот пост, у меня только один вопрос. А при жизни сказать Тамаре Федоровне добрые теплые слова не могли? Ну, понятно, это вопросы жизни, смерти. Так, привозим электросамокаты под заказ в течение 3-5 дней. Вот, тут рекламируют самокаты. Несмотря на то, что сейчас у нас на самокаты со стороны государства, ГИБДД есть большие, так скажем, наезды, вот. Но, тем не менее, видите, бизнес живет и предлагают. Я думаю, это будет, конечно, потому что, нельзя прогресс остановить. А я считаю, что введение самокатов это, конечно, большой прогресс. Это большой прогресс. Так, что еще? Тут кто-то чего-то написал. Давайте прочтем. Всегда испытываю неподдельное удивление, так умудряетесь, как вы так умудряетесь. Знаки со всех сторон, просто нужно постоять 5 секунд, повертеть своей дурной головой и спокойно, соблюдая правила, поехать. Нет же. Правила писаны для трусов и дураков, а умные будут ждать милицию и скорую помощь. Понятно. Стукнулись. И скорая помощь уже приехала. Прорвало канализацию на улице Ленина, пересечение с Пушкина. Вонь ужасная.
Вот это да, даже в центре уже рвет. Ладно, там Витязево, в Джимите, но в центре. Очередные обочечники. Обочечники. Ну, что ж, вот я в прошлый раз показывал, как экскаватором роют ямы обочечники, чтобы не ездили. Ну, здесь еще не прорыли. Видео от Анапа квартиры.ру. Это что? Это кто? Это чего они хотят? Чили, поэтому... Раз. Да, ну просто люди выложили что-то. Вот что творится в Витязево под стадионом. Люди приезжают на соревнования, тренировки, выкидывают свой мусор. Бывает даже, что просто едут и оставляют мешки мусора на парковке. Просто ужас. Кому сказать об этом, если не в ПВА, анонимно? Активисты поселка Суко провели сегодня, 31 июля, субботник по уборке. Крупного мусора еще много. Будут продолжать вывозить, но и сделано немало. Старт дан. Ну, остается только сказать спасибо, позавидовать людям, что они имеют такое желание сделать наш город и самые такие хорошие, красивые места чище, потому что такая жара, вот мне лично никуда не охота в такую жару ходить. Я сегодня хотел поехать на море, снять, но что-то выехал и сделал маленький кружочек и скорее вернулся домой. Что-то не хочется в такую жару ехать. Я поздно, конечно, поехал, надо было с утра пораньше. Улица Таманская рядом с перекрестком. Вонь стоит ужасная, опять вонь. Что-то слово «вонь» в Анапе стало таким уже знаковым. Часто встречается. Содержание и ремонт от ООО «Фея». Главное вовремя прислать квитанцию об оплате. И тут какие-то вот картинки. Непонятно, правда, что люди хотели сказать. В очередной акции по уборке береговой линии природного заповедника Утриш приняли участие сотрудники заповедника, Новороссийского лесничества, Анапского филиала Краевого лесопожарного центра, казаки и волонтеры. В общей сложности удалось собрать и вывести 14 кубометров твердых бытовых отходов. Помощь в вывозе мусора оказала администрация Субсехского сельского округа. Вот уже такой ужас перед окнами нашего дома Стахановская 1 устроили подростки 13-14 лет. Мало того, что несут сюда все с ближайшей помойки, так, находясь там, весь дом целыми днями слушает их нецензурную брань. Вот. И что тут они сделали? Дети обустраивают себе, видите, какая-то вот стояла конструкция металлическая непонятная, лазалка какая-то. А они вот с помойки принесли кресла, какие-то там матрасики, тряпки какие-то, вот, и устроили себе штаб. А почему бы нет? Я сам тоже любил, мы, помню, из картонных коробок строили всякие там штуковины. Вот. Так что почему бы нет? Ну, нет сейчас таких мест. Вспомните, Тимур и его команда, как они там на чердаке себе тоже штаб обустроили. И, сейчас такого нету. А дети-то такие же. Детям нужно где-то играть. Вот. Поэтому я считаю, что детей нужно понять. И нельзя их за это журить. Так. Просим нам помочь. Вот такая свалка у нас возле дома. Жители частных домов все несут сюда. Дома крутые. Люди засрали весь газон. Два слова. Засрали весь газон. Главное, чтобы у них чисто было. А потом орем везде, что гряно
не убирают. Помогите решить эту проблему. Вонь стоит. Опять вонь. И опять вонь, друзья мои. Ой-ой-ой. ИО директора заповедника Утриш Ольга Быхалова сообщила, что существенную помощь в охране лесных массивов от пожаров оказывают 90 добровольцев и местных жителей и волонтерских объединений. Каждый день лесными маршрутами проходят пожарные дружины. На подъездах к заповеднику действуют 3 поста с пропускным режимом. Перекрывают проезд автомобилем 41 шлагбаум. Вот так. Волонтеры охраняют. Утриш. Это что за дама? И кому она машет? Это приглашают в Абрау-Дюрсо на экскурсию. Так, ладно, давайте сейчас другой паблик посмотрим. Интересное в Анапе. Я в Анапе. Тут, значит, у нас читай город, бильярд. В общем, люди, понимаете ли, все в купальниках. Прикольно нарисовали. Смешно. Вам-то видно, друзья мои? Да, видно. Кинозал. Бильярд. Вот так. Вот такой взгляд на Анапу. Ну что ж, художник имеет право. В Анапе особый противопожарный режим продлен до 30 сентября. Возьмем это на заметку. Будем ждать, когда случится что-то серьезное. В Анапе на заправке, установленной с многочисленными нарушениями в расположенной менее 50 метров от жилых квартир ЖК «Времена года», по всей видимости, произошла утечка пропана. Когда же администрация проявит, наконец, сознательность и начнет исполнять свои прямые обязанности? И, друзья мои, вернулся Андрей. Удивительная дверь, я сказал, у Саши открывается. Зайти. А у меня она почему-то... Так, тут... Пиши 50 от 50. Так, друзья мои, 2 зрителя. Саня, жени своего друга на местной даме, и все проблемы решатся. Ну, не знаю, у ней же еще и родственники. Это жениться на семье не так-то все просто. Да. А прямиком как-то не хочется идти. Я помню, жил в Белоруссии в 93-м году. И там вот своеобразный говор. Ага, и вот он. А это кто? А это Примак. Вот он пришел, но они живут вместе, жена, но они его считали Примаком. Его так и звали. На глаза Примак. Старое что-то. Сейчас, правда, как-то по-другому. Главное, союз. И все. Но это не так-то просто найти. Вот я ждал свою, но у нее что-то не получилось приехать. Вот, и дочку, все остальное. Ну, остается вот лотерея. Андрей пишет, что не съездить ли вам в Новороссийск, развеяться и поискать там работу.
Ну, зачем Андрею куда-то уезжать далеко? Хотя, да, Новороссийск тут, в общем-то, недалеко, всего час езды. Вот. Но я думаю, и в Анапе много работы. В Анапе тоже много работы, друзья мои, поэтому... Что-то можно найти. Да, можно найти, надо только иметь желание, и все. А по интернету есть даже вахта в Москве охранником. Можно съездить. И здесь есть и что-то такое вот попадало. Ну, просто нужно искать, и получится, как вот сегодня с прививкой. Я думал, в прошлый раз народу много было, очередь запутанная. В этот раз тоже с утра много народ было. Я уж думал, не уйти ли мне. Ну вот, дождался, и все получилось, даже удивительно. Вот. А потом посмотрел, все наладилось. Как-то и очередь там прошла, и все остальное. Владимир Малер пишет, разве у Андрея есть проблемы? А у кого их нету? Пока живешь, все какие-то проблемы. Сейчас вот и работа с минимумом выходных. И идет акклиматизация, и плюс работа. Вот спишь, просыпаешься, но сейчас я более адаптировался ко времени. Ну, посмотрим, что будет. Ночью попрохладнее, а так сначала, да. Андрей не унимается, Стрельцов пишет, а у казаков местных поискать работу с жильем не пробовали? Вот я думаю, что это очень тоже сложно, но сейчас жилье могут предоставить только санатории, пансионаты, дома отдыха. Все. Кто еще может жилье предоставить? Да никто. Вот. В принципе, человек, который работает и зарабатывает деньги, он может снять любое жилье. Да. Да, хоть где. Были бы, если вы платили, как сейчас чуть-чуть побольше стали, уже что-то. Ну, в принципе, да. Ну. У меня приятель вот сейчас сдает квартиру за 1000 рублей. Всего лишь 1000 рублей в сутки. Ну, да. Это немало. Ну, это немало, конечно, да, но это у него однокомнатная квартира со всеми там... Ну да, когда... с лоджией, понятно. со всеми там прибамбасами, то есть с можно. Газом, с горячей водой. Да. Привет из города государственного преступника. Это к нам присоединился Алексей из Ульяновска. Да, почему его так и не переименовали в Симбирск? Да, ну переименуют еще. От того Ленина сейчас, как-то я смотрел, там и 30% не осталось. Андрей спрашивает, вот Андрей пишет, про увлечения Александра мы знаем, а у Андрея какие увлечения? Расскажи о своих хобби. Ну, разные. И, например, историей я отчасти увлекаюсь, отчасти альтернативной фантастикой. А сейчас начал почитывать и про винтажную аппаратуру. Я все вспоминаю. У Саши был магнитофон катушечный. Это сейчас это интересно востребовано. Так вот поставить. Да, я тоже, кстати, ищу. Винтажная, вот там аудиофил, добрый аудиофил, там фотографии в интернете, еще что винтажная аудиотехника, такие, какие-то имеет. Проблемы, конечно, сделать, но не каждый может, но мне стали даже поступать, что можно предлагает проигрыватель виниловых пластинок, но это как бы новодел. Есть что-то комбинированное, даже усилители комбинированные с ламповыми, и обсуждение идет не только наше, там что-то старых, потому что ремонт это, например, хороший, это проблема. Я сильно с паяльником
не полезу туда, еще что-то перепаивать, так что что-то такое. Вот. Ну, можно что-то взять по разным ценам. Мгм. Были и проигрыватели, я помню, у меня и Вега была. Потом, А фильмы ты какие смотришь? ну, иногда что-то смотрю. У меня там, где я живу, проблема с интернетом. Мгм. Так что вот 20 каналов есть. О. Да. Тебя подсадили на пропагандистскую иглу. Ну, что-то такое. Иногда, редко что-то смотрю. Вот. Редко что-то. Ну, загадки там человечества, еще что-то. Иногда посматриваю. Уже ну, как-то уже спокойнее к этому Мгм. отношусь. Ну, читаю зато что-то. Мне интересно. Там история альтернативная. Вот что было, как фильмы снимали. Почему такой фильм, обсуждение фильмов, причем и наших старых, Мгм. и что-то новое. Да. А я сегодня так случайно попал на канал Михаила Ширвинда. Это сын Мгм. Александра Ширвинда. Вот, и он тоже блогер. Он так себя и называет блогером. Он ездит по миру. И блог у него называется, канал у него называется «Съедобное, несъедобное». Вот он там пробует различные блюда и прочее. Но много они просто встречаются общаются с отцом, с друзьями отца, артистами. Он вообще с детства с артистами общается, ну понятно, через отца, с Андреем Мироновым, там Ермольник, ну и другие артисты. А Вот. Евгений, по-моему, Миронов или нет он? Нет, кто? Миронов. Да, я имею в виду сын Ширвинда, Ага. Михаил. И там они рассказывали про Миронова, и оказывается, Миронов любил виски с молоком. Да. Ну, как-то у нас водку с мороженым я Мгм. пробовал. И пиво с мороженым пробовал. А мы в Саратове, когда в командировке были с Андреем Сокольниковым, мы там херес с мороженым. Причем Да-да-да. казалось, что это вообще это предел вот наслаждения. Херес и заедать мороженым из стаканчика, с мороженым в стаканчике. Это, конечно, вообще было. Ну, когда тепло, температура, это великолепно. Да. Мгм. Это великолепно. Вот. Ну и вот интересно, я тоже смотрю. Он сейчас Ширвинд такой старенький стал. У него уже плохая дикция, но ум, конечно, у него искрометен. Он также шутит, у него хорошая память. И вот я сегодня с наслаждением посмотрел вот эти вот его выступления. Недавно фильм «Классик», помнишь, там этот, который 100 лет, Свинарка и пастух, Танцоров, вот он ушел из жизни, но вот он сыграл в этом фильме 2000 какого-то года, успел сыграть. Там Рванова этот удар. Выходит специально с трясущимися руками, как он будет разбивать в бильярде шар. Только берет кий, все, твердый взгляд, твердая рука и все. Ну, это было у многих и спортсменов, и все остальное, когда берется за что-то, это остается, вот эти навыки. Друзья, Андрей ждет ваши вопросы. Андрей переехал в Анапу в октябре прошлого года и в октябре этого года уже годовщину свою отметит. Мы будем вместе, я думаю, отмечать годовщину твоего пребывания на Кубанской
земле. И, конечно, давайте вопросы. Ваши вопросы, друзья мои. Сейчас вот я пробегусь по вопросам, которые уже были. Про Олимпиаду, про работу, про мечту. У нас недавно один работник, Андрей, говорит, возил в Керчь по мосту, говорит, надо съездить в этот Крым, в Керчь, пока остались старые дома. А то сейчас новые построят, новые фасады. Вот хорошо, когда старые дома сохраняются. Что в Анапе, что в любом городе. Что-то вот там дореволюционное или старое, или что-то строилось так вот. По-другому строили. Там совсем другое все. Ты можешь даже дальше рассказывать, а я сейчас попытаюсь найти, знаешь, вот наше с тобой выступление. Да что ты будешь делать? По идее, да, в палатке можно жить. Здесь не знаю, как зимой. Я вот, когда высылал вот эти вот, там открытые как бы кафе, столы, я говорю, вам купола не хватает и все остальное. Если купол делать и зимой, но зимой мало. А сейчас, кстати, бесплатный гектар раздают даже в Арктике. Интересно, что там можно построить и чем заняться в Арктике. Вот это мне интересно, да? Вот прикинь, дали тебе там гектар в Арктике. Ну, тепличное хозяйство, купол, вот у нас там они такие. Что там можно построить? Там где-то море. Жалко, конечно, что катера с сеткой не ходят по это самое, не чистят вот от водорослей, где-то пляжи, ну, чуть-чуть дальше они. Я смотрю сейчас вот наше выступление, но оно, скорее всего, было названо, знаешь, как Новый год в Уфсине. Помнишь? Филиппова. О, да. Филиппов. Так, сейчас. Это что-то интересное, шестиконечное. А это полицейский Да. был у нас. Да. Помнишь? У него шестиконечное? Да, или... так он с Калифорнии. Не, ну шестиконечное это же Израиль. Или восьмиконечное. Восьмиконечное это что-то, а это же... Да, я помню. Сейчас как-то попью, как-то голова вот чуть-чуть есть. И бока. Какое-то почечное давление, по-моему, идет. Почему? Ведь сегодня, в принципе, не пил от сока.
Но ты не забывай, Андрей, что ты прививку привился, вот да. сейчас я не скажу, что Мгм. чувствую что-то, голова какая-то как. Ну, у тебя будет, правда, Есть. ну, не сразу, оно как бы... Так, вопросов пока нету, и сейчас мы... Андрей, вот смотри, сейчас кое-что вспомнишь. Так, сейчас мы вот здесь вот музыку уберем, чтобы она нас не перебивала. По какому поводу собрались? Это обои. Мы с племенком под поленье толковали про любовь. Тут поленница упала и пошла наша любовь. Готовьте дрова на зиму. Сиганула. Епса-мопса, тюрю-юрю, ежели хотите я. Под бандуру за паншурю, ваш частушки дикие. Я немножко уколол тоненькой иголочкой. Шаром-баром за амбаром под зеленой елочкой. Я свою Наталью узнаю по талии. А пониже-то не, только выходные дни. Я жениться захотел, на экватор полетел. Девок на экваторе, да ядреной матери. Захожу я в лес овьем, Слышу, слышу, где-то охают. сыроежка с вольем белого добря. Написали про колхоз 33 писателя. А в колхозе боится те председатель. Не ходите, детки, замуж за Ивана Кузина. У Ивана Кузина большая кукурузина. В городе Калязине нас девчата сглазили. Если бы не сглазили, мы бы с них не слазили. У дедушки пистолет, а у бабульки мина. Зарядились на всю ночь, бились до Берлина. Ты хозяйка, ругайка, опущай-ка ночевать. Подставляй-ка свою гайку, буду пол забинчевать. Дай-ка, Милка, мне тут эту пропускай. Самолет летит кверху дудками. Это ж наш самолет. Так, а сейчас лично от меня частушки, сочиненные мною вчера. Наметник. Давай я поделаю. Давай. Ну теплый еще, теплый чувствуется. Если льготно всех лишит власть неблагодарная, нафиг мне такая система пенитенциарная. С МВД идем в Минюст, не пойду туда, боюсь. Нам оклады побольшей не прогонят их за шею. Новый год, елочка колючая. Может статься, что в Минюсте будет жизнь лучшая. Как сдурели все в июне, аж на сердце муторно. В туалетах на башках, и там стоят компьютеры. Зэки ловко научились
из тюрьмы увиливать. Надо верно за побег ноги им отпиливать. Что за праздник Новый год? Праздник замечательный. Можно запросто вот так Чокнуться с начальником. Да, Да. было время. Да, было время. Какой этот город преступника? Ну, это Ульяновск, Симбирск. Симбирск. Я лично обожаю спорт. Так, и 4 зрителя смотрят нас в прямом эфире. Друзья мои, есть еще какие-то у вас вопросы? Сейчас мы уже будем нашу трансляцию заканчивать. И если еще вы хотите что-то спросить Андрея, человека, который переехал в Анапу, жил он всю жизнь в Забайкалье, в Чите, потом в Новосибирске, приехал из Новосибирска в Анапу. Вот. И неужели у вас нет ничего спросить его? Да. Ну и на этом, друзья, мы заканчиваем нашу трансляцию, потому что обо всем вроде поговорили, пора и честь знать. Пили мы сегодня гранатовый сок